Итак, давайте разбираться с главным меню, которое вызывается у нас нажатием на шестеренку в нижнем меню экрана. Опция поиска каких-то настроек, опция общих настроек, опция света, опция управления дверями, звук и дисплей, энергия, езда, Dpilot и D-Link. Ну, соответственно, идем по порядку с общих настроек. Быстрые настройки. Первое, это у нас Ambient Light. Давайте нажмем, посмотрим. Соответственно, яркость Ambient Light, включить или нет динамические цвета, включить или нет управления в ритм и, соответственно, в каком ритме должно пульсировать в такт вашей музыки. Общая цветовая палитра и управлять передними, задними или всем салоном. Ну и включается, выключается весь Ambient Light. Нажимаем назад, дальше смотрим. Управление фарами. Соответственно, высота фар у нас идет. По умолчанию можно только опускать. То есть, соответственно, до -5. Управление энергией. Рекуперация стандартная, либо сильнее. Управление ассистентом торможения комфортный, либо спорт. Инструментальный кластер. Отображать стандартный прогноз остатка, либо динамический, в зависимости от вашего стиля вождения. У меня динамический показывает 425, например, сейчас, стандартный 444 при 85%. Часто используемые модули управления дверьми, поднятие багажника на какую высоту, управление окнами. Ну, вот мы сейчас перешли уже фактически в Doors, поэтому давайте мы сейчас из Common вернемся назад. Это вот как ссылки идут. Переходим к управлению светом. Ambient подсветка становится мерцающей в ночи, ну, приглушает, когда мы входим не в режиме парковки. Small Light Gaze свечет он. В общем, приглушается. Не понимаю, при каких условиях. То ли в режиме поиска парковки, то ли еще чего-то. Outside, соответственно, вот здесь управление фарами. Только здесь оно. Управление фарами, к сожалению. То есть фары выключены. Фары в режиме автомат. Это то, что остается всегда при включении машины. Position Lamp — это габариты спереди, сзади, и светится логотип BYD. Включено принудительно фары, соответственно, ближнего или дальнего света. Включена задняя противотуманка, включены дневные ходовые огни. Это, как мы уже говорили, поднятие, опускание фар. Адаптивный ближний свет. Я его у себя выключил, потому что мне не нравится, как он переключает ближний и дальний. И вот это Intelligent лого, которое сзади подсвечивается. Можно эту подсветку выключить. Дальше у нас есть режим Courtesy, это режим вежливости. Здесь включается подсветка при... Вот здесь вот она вам показывает. Когда вы подходите к машине, автоматически загораются лампочки. Просто вы подходите с ключом, ничего не делаете, автоматически ночью загорается подсветка. Здесь, соответственно, сколько секунд будет светить фары после выхода из машины и сколько секунд будет светиться фары, когда вы включили машину. Либо кнопкой на двери, либо с брелка. Ну, проводи меня домой и встреть меня из дома. Теперь, что касается дверей. Давайте посмотрим. Высота открытия багажника. В разделе Windows. Здесь очень много настроек. Давайте смотрим каждую. Автозакрывать окна после заблокирования машины. Автозакрывать окна, когда начинается дождь. Нажать и удерживать кнопку на брелке, чтобы закрыть машину и закрыть все окна. Нажать и удерживать кнопку на брелке, чтобы разблокировать машину и полностью открыть окна. То есть простым нажатием на брелке вы машину включили, сняли с замка. Нажатием и удерживанием вы тут же открываете окна, чтобы, например, машину быстро проветрить. Нажать и удерживать ручку
на двери водителя, кнопку на двери водителя, чтобы точно так же закрыть машину и закрыть все окна, и нажать и удерживать кнопку на двери водителя, чтобы опять же разблокировать машину и открыть все окна. Тут у нас все. Опции лог. Когда мы удаленно открываем машину, соответственно, что у нас будет разблокироваться? Только водительская дверь, либо все двери. И можем поставить галочку «Автоматически блокировать двери», когда мы начинаем ехать. Sound и дисплей. Звуковые эффекты. Hi-Fi Room или живая сцена. Loudness немножко увеличивать громкость. Не совсем разобрался, что он делает. Это режим эквалайзера и режим балансировки звукового поля. Ну, эквалайзер, соответственно, вот разные режимы. Если вы что-то меняете, оно сохраняется в режиме Default. Ну, можно резать, соответственно, сбросить до начальных установок. Звуковое поле — это куда у вас смещены динамики. Вот мы сейчас Reset нажмем, будет у нас по центру. Можно сдвинуть там к правому пассажиру, к переднему правому пассажиру. Если задним пассажирам сильно громко, вы, допустим, всю музыку вперед сделали. Сейчас вернем на 0. Intelligent Reminders. Вот тут самое интересное. Голосовое сопровождение и громкость его. Какие предупреждения будут голосом озвучиваться? Вернее, будут ли они вообще озвучиваться и какие именно предупреждения? Например, осторожно, не получилось выключить машину. Осторожно, включен парковочный тормоз. Осторожно, двери разблокированы. Осторожно, ремни не пристегнуты. Осторожно, парковочный тормоз отключен. Идем дальше. Осторожно, брелок разрядился, я так понимаю. Осторожно, ключ не найден. Осторожно, включите ночной свет. Не знаю, что бы это означало. И осторожно, не забудьте ваш телефон. Я так понимаю, не забудьте габариты включить или что-то такое. Следующее. Тон навигации приглушает медиа. То есть, когда у вас там, опять же, непонятно, это встроенная только навигация будет включать, или, допустим, Waze тоже будет приглушать. Просто у Waze есть свои же настройки. Тут мы не лазил, не знаю. Это выбор голоса, я так понимаю, Intelligent Voice. Вот самая интересная нотификация. Сигнал непристегнутого заднего ремня. На передние непристегнутые ремни всегда будет ругаться. На задние ремни, соответственно, если выключить, будет только светиться на приборной панели. Вот это вот самое интересное. Это звук поворотников и системы. Если мы вот здесь ниже выберем стандартный режим, то это будут поворотники. Если бренд, то соответственно... ну я сейчас включу. Вот это бренд. Вот это стандарт. И громкость, на какой она будет звучать. High, medium, low. На medium и low, когда громко звучит музыка, их вообще фактически не слышно, и это не очень хорошо. Также это ассистент рулевого управления, аварийные сигналы, сигнал непристегнутых ремней, расширенные при автопилоте сообщения, с предупреждением безопасности. Вот это вот все эти звуки управляются вот этим вот переключателем, с какой громкости оно будет работать. Следующее, экран. Яркость центрального экрана. Скринсейвер, что будет отображаться в выключенном состоянии, часы, либо полностью экран будет выключен. Выбор скринсейвера здесь можно, в каком виде он будет отображаться. Тема светлая, темная, либо автоматическая. Ну вот, допустим, темная тема. Десктоп уже показывал, что выбирается либо обои, либо карта. Ну, карта встроенная китайская, не Waze, не Google Maps.
Авторазделение экрана. Если приложение поддерживает, оно у вас включено, то какие-то приложения, поддерживающие разделение экрана, будут открываться, соответственно, на половинку экрана. Инструмент. Вот это вот самое интересное. Инструментальный кластер. Яркость подсветки экрана над рулем. Какой пробег отображать? Общее расстояние поездка А или поездка Б. Вот у меня поездка Б 21,6, и тут же можно его сбросить, соответственно, либо 3 сбросить, либо 3B сбросить. И опять же, какой режим прогноза машина будет показывать. Стандартный, либо динамический. Стандартный — это на стандартных тестах рассчитано, динамический в зависимости от вашей езды. Сколько сейчас машина потребляет и сколько осталось заряда батареи. В инструменте у нас все. Идем на вкладку Energy. Здесь, соответственно, рекуперация стандартная, либо более сильная. Режим зарядки и разрядки. Здесь можно настроить умную зарядку, на какое время. И вот здесь там у меня там, допустим, стоит при включенном состоянии каждый день заряжать с 20 часов вечера до 100%. Ну и здесь вот нажать можно отредактировать. Выключаем, я этим не пользуюсь. Возвращаемся назад. Charging Port Immobilizer система — это когда машина заблокирована, соответственно, блокируется зарядка в зарядном порту. Energy Consumption. Всего я проехал 1940 километров со средним расходом 16,1. Вот эти два показателя можно сбрасывать, сколько часов вы проехали, с какой средней скоростью, вот Data Reset. И, соответственно, на графике у меня 12 киловатт на сотню. Ну, брешет, ну нет такого расхода. И сбросить этот Chart Reset. То есть идет от 50 километров назад и, ну, там. Вот это вот текущее, вот это сколько было там 10 километров назад. И так оно дистанцию до 50 километров в теории запоминает. Режим драйвинг. Включить ассистент подъема в гору. Драйвинг контрол — это у нас рулевое управление комфортное либо спорт, более налитый руль. Режим торможения комфортный либо спорт. Выключить ESC, это режим электронной стабилизации и контроля. Не рекомендую делать этого. Ну, разве что вам в занос захочется. Электрический парковочный тормоз. Автоматически переключается, когда машина стоит в пробке. Активируется. Комфортная парковка. Не знаю, честно, что это делает. Машину в теории можно выключать кнопкой, не нажимая на кнопку паркинга. Лучше, наверное, так не делать. Режим комфортабельного использования. Вот это вот интересные вещи. Автоматически включать машину, автоматически выключать машину. То есть я подошел, нажал на кнопку открытия машины на ручке двери. И как только я открываю дверь, машина завелась, включился климат, она готова ехать. Когда мне надо выйти, я поставил машину на паркинг, вышел, захлопнул дверь, нажал на кнопку блокировки машины, и машина автоматически выключается. Автоскладывание зеркал при выключении, автодворник. Включение-выключение. Cabin Perception, восприятие кабины. Драйвер мониторинг система. Это вот если у вас камера активна, и вы ее там открыли, она закрывается шторкой, то, соответственно, чувствительность этой камеры и на что она будет реагировать. Там предупреждать, что вы начинаете там зевать и не концентрироваться на дороге, предупреждать, что вы отвлекаетесь, допустим, на телефон и не смотрите вперед, или предупреждать, что вы втыкаете в телефон. У меня это выключено, я это не использую, на автопилот оно не влияет от слова никак. То есть камера закрыта, тут все выключено, все замечательно работает. Опция депайлота.
Вот это вот самое интересное. Режим автопилота. Только поддерживает дистанцию до впереди идущей машины, рулите сами. Режим, когда она может сама рулить, то есть держаться не только центра полосы, но и, соответственно, при поворотнике перестраиваться. То есть это вот то, что я называю полный автопилот. Третий режим работает только в Китае, здесь он у нас не работает. Где она может сама перестраиваться. Ну, она замечательно работает и в ICC режиме. Вот есть режим смены полосы, то есть вы поворотник включили, и она, соответственно, сама перестраивается. И выбираете, чем вы хотите активировать. Мягким или сильным нажатием на кнопку автопилота, либо, вернее, стоп, это не автопилот, это смена полосы, поворотник. Коротким нажатием или сильным нажатием перестраивается, либо только сильным нажатием поворотника машина будет автоматически пытаться перестроиться. Speed Limit Assist. Я у себя это выключаю, потому что стоит куча блокпостов, там 10 км в час, например, ну и машина, если включена, она будет сбрасывать. Соответственно, режимы контроля скорости Manual это ручной, вы сами выставляете, как вы хотите ехать, с каким превышением. Автоматически считывать знаки, Off это выключен. Если вы выставляете какой-то автоматический, то вы можете выбрать, на какой лимит можно превышать. Допустим, превысить на, говорит, больше, чем на 5 не рекомендуется. А вообще больше, чем на 10 не работает. Допустим, можно 50, будет ехать 60. Либо в процентах, ну, соответственно, опять же, больше, чем 10%. То есть на 50 это 5 км в час. Неинтересно. Так, у меня здесь было ручной. Просто будет знаки распознавать и писать вам на экране, какая рекомендуется скорость. Off, еще раз, это в соответствии с установленным лимитом на дороге. Ручной режим это ручной, предупреждает, там вы берете все на себя, ну и авто считывает знаки. ADS Lite, вот это вот самое интересное, еще не проверял. Когда едем на автопилоте, то в поворотниках должен светиться зеленый сигнальчик. Ну, такой бирюзовый. ADAS Alert Mode это когда что-то случается на дороге, допустим, там машина пытается уклоняться, каким вас предупреждать коротким китайским предупреждением или длинным. Но по-английски пишется на приборной панели, пытается расшифровывать, соответственно, на китайском. Это выключение всех систем ADAS для того, чтобы сберечь энергию, например. Соответственно, не рекомендуется это делать. Safety Assist. Вот это вот все ассистенты. Предупреждать впереди о пересекающемся трафике. И, соответственно, что делать? Либо выключен, либо только предупреждать, либо предупреждать и тормозить. То есть работает, тормозит, действительно. Это при движении вперед. Точно такое же. Вот сейчас мы включим ролик воспроизведения. Это когда вы слишком близко приближаетесь к машине. С какого расстояния предупреждать? Вообще выключено. Позже, среднее или раньше всего. Активировать ли экстренное торможение? Если вы точно так же, машина определяет, что вы сейчас столкнетесь. Вот это не рекомендую никому никогда выключать. Пусть машина, если что, тормозит. Предупреждение о возможном столкновении при движении задним ходом. Соответственно, аналог, как и спереди, у меня включено предупреждать и тормозить. Это когда есть перекрестный трафик. Что случается, если вы едете, сзади машина приближается к вам слишком близко, или вы, допустим, даже стоите, а к вам быстро приближается сзади машина, она очень резко в 3 раза чаще начинает мигать аварийкой. Здесь все. Ну и Parking Assist, соответственно, показывает дистанцию.
впереди, сзади и показывает дистанцию сбоку. Тоже это все, соответственно, на экране отображается там со звуками, блямканием и так далее. Все, остался у нас D-Link, это мы расскажем немножко позже.